Сегодня 24 декабря 2025 года, и всем привет из Одессы. Привет. Наверное, мой красный нос говорит коротко о погоде в Одессе. У нас невероятно похолодало. Я сейчас, у нас ночью, по-моему, минус 4 было, сегодня обещают минус 7, минус 8, и я сейчас подхожу к морю. Я вам не могу передать, какой ледяной и холодный ветер, поэтому в Аркадии сегодня так густо. Не знаю, можно ли уже поздравить Одессу с первым снегом, но пролетают очень маленькие снежинки. Не знаю, говорят, что на Рождество у нас может немножко даже фурделить, как говорят у нас в Украине, может быть немного снега. Но посмотрим. Что-то я сомневаюсь, потому что в последние годы в Одессе снег — это очень большая редкость. Да. Не каждый раз, когда приезжаешь в Аркадию, можно увидеть ее пустынные улицы. У меня такое ощущение, что сегодня в Аркадии просто находится человек 10 максимум. Я сегодня проснулась и прочла просто страшнейшую новость. Знаете, каждый день готовлюсь к видео, думаю, ну вот, сегодня будет оно положительным, но я вам не могу передать. Все время какие-то события происходят, которые не дают снимать радостные видео, и об этих событиях нельзя не говорить. Утром интернет облетела новость о том, что у берегов Одессы в Черном море были обнаружены пятна непонятного происхождения, то ли нефтяные, то ли пятна растительного масла. Люди на берегу, на пляжах находят мертвых птиц, а те птицы, которые еще живы, люди пытаются спасти и оказать им помощь. Я поднялась с вами на ротонду, чтобы с высоты вам показать пляжи Одессы, и они действительно загрязнены. Сейчас спустимся вниз и посмотрим все ближе. Ветер, разогревается шторм. Я почитала, что на море ветер, но не думала, что он настолько холодный и настолько сильный. Он северо-восточный, поэтому представьте. Боже, вы не представляете, какое действительно грязное море. Это просто действительно катастрофа. В Аркадии очень много строек, здесь ремонт коллектора, ремонт набережной, поэтому все перерыли. Вижу много голубей, они, слава богу, живы. А море действительно, посмотрите, какого оно цвета. Когда приезжаешь на море, то, сами понимаете, море необычно пахнет. Вот такой свежий, приятный воздух. Может, я себя накручиваю, но мне почему-то пахнет, знаете, соняшниковую олею, подсолнечным маслом. Вот действительно есть немного такой запах сейчас на пляже. И вот эти пятна, они действительно похожи на подсолнечное масло. А вот здесь еще ближе можно посмотреть, какие пятна есть по всему пляжу. Море загрязнено не целиком. Все, наверное, зависит от течения, куда эти пятна приплыли. Вот с одной стороны оно чисто, а с другой стороны уже есть пятно. Я сегодня вот мало того, что погода мрачная, как будто в фильм ужасов попала. Заборы какие-то шатаются, шторм, сильный ветер и практически нету людей. Я вот иду дальше. Кстати, здесь, кто не знает, перекрыли часть набережной, построят новую, гораздо красивее, чем была. И здесь немного перекрыта дорога, поэтому люди проходят через верх. Вы знаете, я думала, пятна только в некоторых местах, потому что написали, что они на некоторых пляжах, не везде. Но вот сейчас, ой-ой-ой, здесь прям видно их море, и здесь еще, по-моему, грязнее вода, чем там, где мы с вами были. В прошлом году все загрязнялось мазутом, как вы помните, находили его кусочки в Одесской области, находили птиц, загрязненных мазутом. В этом году у нас какая-то непонятная новая история. Ой, прям через пирс вот эта грязная вода, она, посмотрите, какая густая. Я очень люблю наш город и очень люблю, конечно же, наше море. Оно такое единственное и неповторимое. И очень больно смотреть на то, сколько бед приносит война, сколько катастроф уже и бедствий оно пережило за последнее время. Сколько гибнет морских жителей и сколько страдает от всего этого людей. Когда об этом начинаешь говорить, честно, начинают действительно наворачиваться слезы.
Сейчас иду на другой пляж в Аркадии. Хочу посмотреть, как обстановка с водичкой там, если там пятна. И читаю, уже появилась официальная информация, что же произошло с морем. Действительно пахнет подсолнечным растительным маслом. Я не ошиблась. Официальная причина, что же сегодня с нашим морем, это повреждение резервуаров. Было повреждение резервуаров с растительным подсолнечным маслом впоследствии вражеских массированных атак по портовой инфраструктуре. И из-за этого часть растительного масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с дальнейшим выходом в море. Так что в море сегодня можно видеть растительное масло. Спущусь на другой пляж. Здесь уже люди есть. Посмотрим, что здесь. Смотрите, как прекрасно на пляже. Чайки летают. Хотя бы они все живые остались. Потому что, наверное, для них это тоже все опасно, раз находят уже мертвых. Посмотрите, здесь, к сожалению, тоже большие пятна этого растительного масла. И сегодня такой красивый цвет воды. Посмотрите, лазурный. Смотрите, сколько птиц. Люди их кормят, люди гуляют, люди пытаются наслаждаться жизнью. И вот снова горе. И снова все из-за этой войны. Скажу вам честно, когда утром я смотрела видео в сети о том, что случилось, мне казалось, что масштаб этого бедствия гораздо меньше, и пятна эти тоже гораздо меньше. Но когда я приехала на пляж и увидела их лично, то поняла, что это действительно катастрофа. Пятна растительного масла очень большие и густые. Даже когда смотришь на волны, видно, что они покрыты пленкой. Сейчас много волонтеров и неравнодушных людей едут на пляжи, чтобы помогать спасти птиц, которые пострадали от этого бедствия. Если вы живете в Одессе и пришли на пляж и увидели птицу, которая действительно нуждается в помощи, а их сейчас много, то вы можете ее отвезти в Одесский зоопарк. Уже более 200 птиц привезли одесситы директору зоопарка с утра после попадания масла в море. В зоопарке их моют, сушат и после будут выпускать в природу. Здесь, видите, большое озеро образовалось. Я не буду его переходить, потому что я намочу ноги. Но здесь лежит птица. Боже, как жаль. Как жаль, как на это все страшно смотреть. Сказать вам, что я расстроилась, это просто ничего не сказать. Увидела эту птичку и все. У меня просто нет слов. Я очень сентиментальный человек. И смотришь, сколько здесь этих птиц, и, понятное дело, ты не можешь их отогнать, они сюда все равно прилетят. И понимаешь, что это действительно катастрофа. Только недавно в новостях снова начала появляться информация, что в Черном море снова массово начали гибнуть прекрасные создания, прекрасные дельфины. Они в последнее время снова начали приплывать к берегам нашего города, особенно летом. Все любовались их красотой, но, к сожалению, они снова гибнут. И из-за боевых действий война уничтожает флору, фауну и среду обитания дельфина. И сейчас зафиксирована массовая смертность их из-за акустического давления и токсичных веществ от боевых действий. Представляете, вот сколько бед приносит война не только для нас, как я сказала, но и для других жителей этой планеты. У нас такой прекрасный и удивительный мир. У нас такие замечательные города и страны, но очень часто мы об этом забываем. Для меня остается загадкой, почему люди не могут жить в мире, почему люди живут для того, чтобы уничтожать жизни других, уничтожать планету, экологию. Я никогда, наверное, этого не пойму. Но что бы могло еще больше испортить уже и так испорченное настроение после того, как я посмотрела на море? Конечно же, это воздушная тревога. Одесса сейчас как никогда город контрастов. Здесь наряду со взрывами, с дронами, с бомбежками люди продолжают жить и строить свою счастливую жизнь, несмотря ни на что. После отбоя воздушной тревоги все снова вышли на улицу, потому что сегодня необычный день.
Несмотря на много чего плохого, что происходит вокруг, происходит все-таки и хорошее. В Одессе действительно пошел первый снег. Он такой маленький, редко падает, но все же он есть. Я хочу передать поздравления всем, кто празднует Рождество завтра. Сегодня Святой вечер, и я хочу пожелать вам всем здоровья, счастья, любви, благополучия в ваших домах и, конечно же, мира. I oczywiście chcę przekazać pozdrowienia do naszych kochanych widzów z Polski i naszych przyjaciół. Życzę dla Was zdrowia, pokoju, spokoju, spełnienia marzeń i życzeń i wszystkiego najlepszego. I oczywiście wesołych świąt. Pozdrawiamy serdecznie z Одессы. Вот так сегодня живет Одесса. Несмотря на все невзгоды, плохие новости, катастрофы, город продолжает жить, и одесситы продолжайте жить. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.